Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября. На этой неделе уже почти середина ноября. Вот так быстро летит время. Ну, давайте с вами узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой наш прогноз не расскажет о личной истории, о каких-то тонкостях, перипетиях судьбы каждого. Вот переворачивается тройка мечей и королева кубков. Какое-то ожидание разочаровывающее. Или мы можем о чем-то сожалеть, вот правда. Причем какая-то история, это ведь не теперь, это не на этой неделе. Это карта прошлого. Это прошлое, какой-то как проигрыш или то, что не получилось у нас осуществить. Или, может быть, по отношениям. Или, какая-то ситуация, мы понимаем, что повторяется как будто из прошлого. Но надо сказать еще и тот момент, что две планеты до конца года, Уран и Юпитер, будут в знаке зодиака Телец в ретро-движении. А Телец это у нас две сферы, отношения и финансы. Вот где-то, может быть, у кого-то по отношениям разочарование, у кого-то по финансам тоже есть какие-то моменты, которые вас не устраивают. Вы можете просто думать или ждать чего-то, что как-то изменится обстановка. Сейчас будет больше как будто желания именно куда-то не торопиться, может быть, и так. Ну, давайте я сама достану. Вот мы сейчас еще раз перемешаем. Может быть, кому-то это было важно услышать. Или просто нам карты, кстати, вот, которые перевернулись, хотят сказать, что прошлое уже закончилось. Не время ждать. Если какой-то твой прежний проект, бизнес-проект или бизнес-план, тезис-план или какое-то намерение не получилось, все, оставь прошлое в прошлом. Уже как-то думай позитивно в каком-то другом ключе. Но выйди из какого-то стопора. Может быть, для кого-то и такая трактовка. Как будто не надо повторять прежних ошибок, понимаете? Отпустить прошлое. Важное событие для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Неожиданное событие. Что может помешать или чему сейчас не время? А чему время? Что будет помогать, что будет радовать? Что скрыто? Может быть, мы чего-то не видим. Может быть, и намеренно скрывают. Давайте узнаем. По основным сферам жизни мы посмотрим с вами. Дела, работа, бизнес. Что денежная энергия на неделе? Личная жизнь. И узнаем совет от карт. Подытожим. Итак, важное событие. Семерка жезлов – это своего рода соревнование, не напрямую соревнование, хотя у кого-то, может быть, это конкурс. Вы рассылали резюме, и уже вы готовились к собеседованиям, да, это тоже своего рода конкурс мы проходим, да, и поэтому где-то чувствуем элемент соревнования, нас выбирают как будто. С другой стороны, это в целом какая-то, может быть, информация или обстановка, в первую очередь, когда людям что-то от нас нужно, или нас как-то под свое удобство хотят переделать. Может быть, и есть такая ситуация, когда нужно отстаивать свои позиции. Но рационально нужно подойти к этому вопросу, потому что по этой карте первый совет сразу идет. Не включайся быстро на фоне какого-то импульса в какие-то дела. Полшага назад отступи и подумай, надо мне в этом участвовать или нет. А что для меня, какой в этом будет прогресс? Хотя многие из вас как раз вот именно этим и будут заняты с учетом вот этих перевернувшихся карт тройка мечей и королева кубков. Как будто нужно разобраться, куда идти дальше, с чем, с кем работать, взаимодействовать, какое направление, может быть, выбрать. С вами могут, в принципе, спорить на этой неделе. Поэтому не предполагается, что мы дистанцию конфликта увеличиваем, но парировать, если это совершенно необходимо, как будто у нас будет достаточно доводов, сил, но уж целесообразность, опять же, нужно ли этим заниматься, будет решать каждый из вас самостоятельно. Неожиданное событие. Мы можем столкнуться как с людьми,
у которых сложный характер, или нам могут что-то доказывать. Где-то и мы можем с учетом семерки жезлов соскользнуть в эти эмоции и начать кому-то что-то доказывать. Но вот все-таки не время для конфликта. Мы где-то можем, вот со знаком плюс, эта карта проигрывается, перед тем, как включиться в какое-то дело, процесс, нам неплохо бы заручиться хотя бы, к примеру, знанием законов. Что для нас будет впоследствии, если я буду принимать участие в конкретном деле или сделаю какую-то работу? Как будто нужно знать на берегу, как будут развиваться события, или как будет развиваться дело, или что будет для вас или с вами в результате приложенных вами усилий. Мы как будто по рыцарю мечей самих, вот это будет в плюс, опять же, если мы ищем эту истину, мы до какой-то правды хотим докопаться. Либо это будет консультация юриста, либо мы будем, посредством, может быть, с помощью интернета искать какие-то правовые нормы. Такое вот может проигрываться. Или даже если мы сталкиваемся с людьми, у которых сложный характер, тогда это нужно правильно оценить. Тогда нет смысла в чем-то участвовать. Если нам пытаются что-то доказать, по рыцарю мечей есть такое значение, пусть в другой колоде. Бунтарь без причины. Вот правда, это те, которым никогда хорошо не бывает. И сколько ты им не доказывай, ты ничего не добьешься. Нет смысла как бы продолжать этот спор, отступить полшага назад и выйти из спора будет достаточно правильным. Вообще, куда приложить свои усилия? Может быть, обстановка вокруг вас сама по себе вам что-то не ясно, и это будет где-то на вас, влиять в том плане, что, знаете, бывают такие эмоции, да надоело все, хочу все к чертям послать. Вот где-то вот эти две карты могут вот так что-то подобное означать. Давайте, чему сейчас не время. Не время ожидать, да, вот та карта, которая нам перевернулась, и я сказала, что тут надо не сожалеть о чем-то, не пытаться заново что-то вот переделать или, чем-то малозначительным заниматься. Или, мои дорогие, сомнительным, себя подставляя под удар. Вот ваша деятельность, она не должна идти вразрез с каким-то законом, правда? Но и как будто надо себя переориентировать на что-то другое. Сколько ни жди, пока не определишься с чем-то и где-то не начнешь в правильном направлении действовать, ты так ничего и не осуществишь. Ты словно, застрянешь во времени. Вот есть такой момент. А то, чем вы будете заниматься, для вас не будет означать какого-то прогресса, развития, а будет что-то, знаете, такое, как, мелкие какие-то дела, заботы, но ничего существенного. Именно они не согреют вам ни душу, ни карман где-то, а будет лишь означать какое-то, как потеря времени и борьба с ветряными мельницами. Вот где-то так. Правда, тут вот надо что-то для себя как будто сориентировать в более рациональном направлении, увидеть какую-то правду, что есть по факту, что нам помогает. Давайте узнаем. Деньги у вас определенно будут, но деньги больше на сохранение. Обратите внимание, у нас сундук с деньгами и мыши, крысы. И каждый из нас по-разному относится к этим животным, но тем не менее крыса – это один из символов достатка, сохранения. Как раз на сохранение как будто деньги. Или нам говорят, эти деньги должны быть как-то правильно, может быть, расходованы, вложены в какой-то проект. Может быть, это будет касаться нам, как будто деньги помогают решить тот или иной вопрос. Может быть, у кого-то из вас это будет связано отчасти с обучением. Все-таки рыцарь мечей иногда проигрывается, когда мы хотим, да, жажда знаний, вот что-то изучить. И может быть, это как раз, чтобы переждать какой-то период вынужденный, когда мы учимся, может быть, курсы или что-то такое, да, нам эти деньги как раз в тему будут. Но финансовая составляющая, как будто благополучие, это вам в целом помогает. Благополучный, видимо, по деньгам период, когда мы себя более уверенно чувствуем. И вот эта уверенность, она тоже помогает. Самое время, я бы сказала, с чем-то определиться. Давайте узнаем, что скрыто.
Жадина. Карта жадины, четверка пентаклей. Я не могу сказать, что что-то скрыто, но, может быть, это вы будете скрывать свой доход. Вот такое вполне вероятно. Как будто я не хочу, чтобы обо мне много знали. И знаете, это будет правильно. Скорее всего, тут вы вынуждены, может быть, такая обстановка, и прежде чем я определился или определилась, я, как знаете, ну, назовите это заначка, не очень красивое слово, или о моей сумме не знают все. И, может быть, даже вы человек семейный, почему нет? Есть какой-то проект, который вы должны либо рассчитать, либо как-то предугадать на сколько-то шагов вперед. И вы же в первую очередь за себя несете ответственность, поэтому поставить под сомнение, может быть, то, что вы намереваетесь осуществить, вы не должны. И вот этот вот рациональный расчет для кого-то из вас будет означать как раз надежность и уверенность в завтрашнем дне. Она как будто должна присутствовать. Потому что на этой неделе вот нам, ну, есть какая-то турбулентность непонятная, неопределенность. Вам еще предстоит как будто определиться. Дела, работа, бизнес. А вот какая-то история закончилась. Но и как будто то, что приходит на этой неделе, это тоже то, чему, ну, как бы ты на это не положишь в основу всего. Или ты на это не можешь опереться. Потому что нет чего-то такого, знаете, фундаментального. Есть что-то зыбко непонятное или разрозненное, как сами по себе идеи, или какие-то мысли, или информация, или предложения, или какие-то спорные ситуации по карте 13-го аркана старшего трансформации, мои дорогие рыбы и рыбки. Хотим или нет, в какой-то области, которая больше будет касаться, может быть, и документов, или дел, или обучения, или работы, или вашего бизнеса. Здесь придется пройти какой-то период, когда мы что-то должны либо переделать, пересмотреть, адаптироваться к какой-то новой ситуации, к каким-то новым условиям, увидеть какую-то новую реальность и не торопиться. Не торопиться, правда, есть смысл. Может быть, королева кубков и говорит, что хоть и чему сейчас не время, может быть, надолго задерживаться, застревать, мы не должны. Увидеть какую-то реальность, это определенно нам помогает. Но и ускорить ход развития событий по 13-му аркану мы ведь тоже тут не сможем. Но планы строить на будущее с учетом того, что бы я хотела или хотела осуществить, определенно это тоже имеет все же смысл. Сколько ни жди, пассивно. Пассивность, она не должна быть. Мы не сможем убыстрить что-то по 13-му аркану, но и сказать, что мы, ну вот как бы согласились с тем, что на сегодняшний момент или вот на момент этой недели. Я тоже не могу. Трансформация идет, но это идут те процессы, которые еще и зависят от внешних каких-то событий. Может быть и так. Какая-то история, ну, не будет повторено в вашей жизни, но и какие-то прежние ваши надежды, они здесь тоже словно могут рухнуть, исчезнуть. Какая-то реальность вот на этой неделе может к вам прийти в виде информации или обстановки вокруг. Мы не должны себя ставить под какой-то риск или соглашаться на то, что для нас будет означать риск через какое-то время. Мы должны тут все просчитать. Нельзя, я бы сказала, участвовать в чем-то сомнительном для вас, потому что пусть даже дело как будто закончится, но кто знает, иногда вот эти самые обратки, как мы их называем, они к нам прилетают, возвращаются спустя какой-то срок. И вот здесь вам себя нельзя поставить под удар. Все-таки тут может быть какая-то ситуация, пусть не для всех, с продолжением, но в серьезном таком ракурсе. Финансы давайте посмотрим. И еще нам колесо фортуны. Ну, не рискуйте собой, правда? Вот только что я сказала по колесу фортуны. Пусть в этой колоде нам говорят о каких-то возможностях. Вот тут как раз увидеть возможности, как в плане прогресса для себя. Но по колесу фортуны иногда проигрывается и то, что мы думаем с плюсом, а оно потом нам оборачивается минусом. Поэтому прежде чем приступить к какому-то делу или на что-то согласиться, как будто нам все равно придется что-то пробовать, на что-то откликаться. Но
должна быть исключена не просто возможность риска, а любое, наверное, дело, мои дорогие рыбы и рыбки, все, что касается заработков, вы должны для себя оставлять как запасной аэродром. Или задавать себе вопрос, если что-то пойдет не так, как я буду ретироваться? Каким образом я буду выходить из создавшегося положения или создавшейся ситуации? С учетом рыцаря мечей. На нас может кто-то так воздействовать, кого-то уговорить может, а кого-то могут просто безапелляционным каким-то нажимом заставить с чем-то согласиться, что для вас, в принципе, может означать не очень хорошо. Я бы сказала, с чем-то не просчитаться, мои дорогие, есть определенный смысл. Но и пребывать нас как будто, правда, не получится в каком-то стопоре, потому что по колесу фортуны это какие-то возможности, которые могут буквально ворваться в нашу жизнь. И нам на что-то придется откликнуться. Обстоятельства, опять же. У вас два старших аркана. Влияют обстоятельства. Личная жизнь, карта Солнца. Это карта выбора правильного направления. Может быть и правда с чем-то разобраться окончательно, куда же я иду. И вообще в колоде Таро две карты выбора правильного направления. Это карта Солнца. И это несколько месяцев. Ну, буквально, наверное, до конца года кота. В феврале 10 у нас начнется уже год, в следующем году, 24-м, у нас начнется год дракона. Поэтому где-то вот на, может быть, 4-6 месяцев продумать свою траекторию, чем я занимаюсь. Ну, может быть, и больше месяцев, да. А вторая карта, это когда нам говорят о будущем, таком плане максимум на длительный период. Это карта звезда на десятилетие. У вас, видимо, на повестке дня то, что вот в ближайшие месяцы вы как будто на этой неделе должны окончательно с чем-то определиться. Все карты об этом. И как будто по-другому быть не может. И если ты не определишься сам, тебя определит судьба. Она тебя будет как колесо фортуны в этой рулетке прокручивать. Поэтому ваш какой-то стержень, ваши намерения, планы, цели, это должно быть, знаете, как путеводная звезда на длительный период. А рассчитать мы должны где-то или ориентироваться на несколько месяцев вперед. Но карта Солнца – это карта удачи. Пусть на личную жизнь. У кого-то, правда, проиграется. Может быть, известие какое-то в личной жизни. Очень интересно. Или, может быть, и знакомство какое-то. Или какая-то радость, удача приходит на порог. Но больше все же мы с какой-то дистанции это рассматриваем, мои дорогие. Давайте карту совет. Интересно вообще радости. У кого-то признание в любви. У кого-то по поводу ваших детей какие-то счастливые моменты, события, что-то очень доброе, светлое входит на ваш порог. Но есть и какая-то ложка дегтя, от которой мы не должны уходить. Мы должны перевести какие-то прежний наш опыт, или, может быть, тот опыт, который и на этой неделе приходит с какими-то мутными предложениями, от которых вы, возможно, откажетесь, переложить в что-то более стоящее на длительный период, который для нас как раз проигрывается как колесо фортуны в знак, со знаком плюс в сторону вашего солнца, мои дорогие, в сторону вашего счастья, в сторону вашей самодостаточности и иного качества жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. И будьте счастливы и любимы всегда.